Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный и тающий во рту бисквитный рулет. Этот бисквитный рулет готовится очень быстро, просто, а самое главное из самых доступных продуктов. Итак, начнем приготовление бисквитного рулета. Нам потребуются яйца, сахар, ванильный сахар, щепотка соли, вода и растительное масло. Соль отправляем к яйцам, ванильный сахар также отправляем и обычный сахар. Яйца желательно использовать комнатной температуры. Духовку я уже включила на 200 градусов. Яйца с сахаром необходимо взбить около 8 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме несколько раз. След от венчика должен задерживаться несколько секунд. Затем добавляем воду комнатной температуры и растительное масло. Аккуратно вмешиваем венчиком. Затем в 2 приема просеиваем муку. Муку можно вмешивать силиконовой лопаткой, либо же венчиком, круговыми движениями. Вот такое воздушное тесто у нас получается. Затем добавляем вторую часть муки и снова перемешиваем. Я буду использовать противень размером 30 на 40. Я устелила его пергаментной бумагой. Затем аккуратно распределяю тесто на противне, аккуратно шпателем. Очень важно, чтобы тесто было равномерно распределено, чтобы бисквит у вас был по всей поверхности одинаковой толщины. Выпекать бисквит я буду при температуре 200 градусов примерно 10-12 минут. Передерживать его нельзя, иначе он пересушится и будет трескаться. Готовый бисквит должен хорошо пружинить. Оставляю его на 5 минут остыть немного, затем выкладываю сверху второй лист пергаментной бумаги и таким образом переворачиваю. И снимаю первый слой пергаментной бумаги, на которой бисквит выпекался. Важно использовать бумагу хорошего качества. Если вы используете не силикализированный пергамент, то желательно смазать его растительным маслом перед выпеканием бисквита. Я сворачиваю рулет и оставляю его остывать вот в таком свернутом виде. Для крема я буду использовать сметану жирностью 25%, немного ванильного сахара и обычный белый сахар. Ванильный сахар добавляю к сметане. Всыпаю сахар и хорошо размешиваю ложкой. Взбивать не нужно. Сахар начнет подтаивать от сметаны, и наш крем станет немного жидким. Но нам так и нужно. Обычно во всех классических рецептах бисквитный рулет пропитывают сиропом. Но так как у нас крем из сметаны, и сметана вместе с сахаром нам дадут жидкость, то именно эта сладкая жидкость и пропитает наш бисквитный рулет. Также для придания более интересного вкуса я смажу бисквит смородиновым вареньем. Можете использовать любое варенье: абрикосовое, из сливы, либо же клубничное. Желательно промазывать тонкий слой. Затем выкладываю крем из сметаны и аккуратно распределяю шпателем по всей поверхности. Край бисквита я сильно не промазываю, так как я их буду обрезать. Затем начинаем аккуратно сворачивать бисквитный рулет с помощью пергаментной бумаги. Золотая корочка у вас, скорее всего, будет прилипать к бумаге, но ничего страшного, ее можно потом задекорировать, если останутся кусочки на бисквите, либо же ее можно полностью совсем снять с бисквитного рулета. Вот так я и сделала. Я сняла всю эту корочку, и дальше я полностью обворачиваю рулет пищевой пленкой и отправляю в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Прошло несколько часов, я достала бисквитный рулет.
Он прекрасно пропитался, влажный, сочный и ароматный. Украшать я его буду шоколадом. Шоколад выложила в zip-пакет и отправляю этот пакет в стакан с кипятком. Когда шоколад полностью подтаял, отрезаем в кончик у пакета и украшаем наш бисквитный рулет вот такими шоколадными потеками. Бисквитный рулет получился очень сочный, очень вкусный, очень нежный, а главное готовится из самых простых продуктов, очень быстро и просто. Его также можно украсить свежими ягодами клубники, либо же голубики и подать к праздничному столу. Также в качестве крема можно использовать и другие крема, например, крем-чиз, либо взбитые сливки. Но именно сметанный крем максимально пропитывает бисквитный рулет. Он получается очень сочный и вкусный.